Колония белокрылых крачек на болоте близ села Кораблино Рязанской области. Начало июня. Каждый год в мае сюда прилетают члены птичьей общины и остаются до осени. В зарослях канадского риса на крошечных островках расположились многочисленные гнезда. Водная растительность прекрасно поддерживает их на плаву, не давая перемещаться. В каждом гнезде по 3 яйца. Лежат они на сырых помостах, часто прямо в воде, и это совершенно нормально. Насиживают кладку обе птицы. В колонии утро. Спокойный и размеренный ритм жизни. Пока один из партнеров сидит на гнезде, второй находится на охоте. Насиживание начинается с первого яйца, поэтому птенцы появляются на свет с разницей в 2 дня. Прошло 22 дня, и во всех гнездах уже птенцы. 3 пушистых пестрых шарика. Птенцы рождаются почти в воде, и пока не научатся летать, относятся к ней как к родной стихии. Едва обсохнув и став на ножки, они по тревожной команде взрослых без колебаний оставляют помостик, проворно отплывают в сторонку и прячутся под ближайшими травинками, которые прикрывают их от нападения сверху. А снизу нападать некому, наземные хищники добраться сюда не могут. Главными врагами крачек являются вороны и луни. В случае возникновения опасности взрослые птицы, подав сигнал тревоги, смело атакуют противника, нанося врагу клювом вполне ощутимые удары. Известны случаи, когда они нападали на людей. Способность птиц постоять за себя часто служит поводом для других пернатых селиться вблизи их колоний, чтобы чувствовать себя в безопасности. А громкие неистовые крики крачек способны отпугнуть даже самых хладнокровных хищников. Принося корм, родители зовут малышей, и те один за другим возвращаются в гнездо. Взрослые птицы в брачном наряде имеют яркое черно-белое оперение. Голова, грудь и брюхо черные, крылья и хвост белые. Линька в зимнее оперение начинается в конце мая с головы. В результате летом многие взрослые птицы имеют на голове белые пятна. К концу лета родители становятся похожи на птенцов, и отличить молодых от взрослых довольно сложно. Питаются крачки в основном стрекозами и другими насекомыми. В поисках корма летают на ближние и дальние поля. Собирают жуков с незрелых колосков зерна. Вечерами охотятся на комаров. Хотя лапки у крачек перепончатые, взрослые птицы не являются хорошими пловцами и вылавливают из воды только тех, кого можно поймать, не ныряя. Головастиков, мальков, водных насекомых и их личинок. Иногда ловят мелкую рыбешку. Купаются взрослые птицы только у самого берега, на мелководье. В отличие от них, юные крачки купаются где угодно, даже на середине водоема, только не ныряют. Такое чувство, что с возрастом у крачек появляется боязнь глубокой воды. Зато в воздухе они чувствуют себя настоящими асами. Одним взмахом птицы могут разогнаться до огромной скорости и тут же остановиться, упасть вниз, взять с воды крошечного малька и вторым взмахом подняться на прежнюю высоту. Прошло еще несколько дней, вода высохла, и гнезда опустились на грунт. Теперь малыши уходят из гнезд пешком. Отныне им нужно опасаться не только крылатых хищников, но и млекопитающих. Когда птенцам исполняется 10-12 дней, они покидают гнездо навсегда. Родители продолжают их кормить. Летать молодежь начинает в возрасте 20-25 дней. Когда это происходит, слетки собираются в небольшие стаи и кочуют по новым местам.
Осенью белокрылые крачки отправляются в теплые страны, чтобы будущей весной вернуться в те края, где когда-то родились. Но свое потомство они будут заводить только когда им исполнится 2 года.